Супер простой рецепт. Нам понадобятся сливки, сахар, ванилин и желатин. Я вам раскрою несколько секретов. Сливки надо брать не очень жирные, примерно 20% жирности. Сахар берется примерно 10% от объема сливок. Затем ванилин, конечно же, очень важно взять ванилин хорошего качества. И желатин. У меня вот такой вот желатин в пластинках. Видите, на пол-литра сливок нам понадобится 3 пластинки. Итак, заливаем желатин обычной холодной водой, так, чтобы накрывался наш желатин, и оставляем на 10 минут. Еще один секрет. Кастрюля, в которой вы будете варить сливки, обязательно должна быть с толстым дном. Итак, заливаю свои 500 мл сливок в кастрюлю. Засыпем сюда 50 грамм сахара и переносим нашу кастрюлю на огонь. Теперь дожидаемся, пока сахар полностью растворится в сливках. Ни в коем случае не доводите сливки до кипения. Они должны хорошо подогреться, но не закипеть. Сливки подогрелись и сахар полностью растворился. Убираем с огня. Напомню еще раз, что ни в коем случае не доводите до кипения. Как раз у нас заняло около 10 минут подогрев сливок. К этому времени желатин уже размягчился. И теперь вот так вот достаем и отжимаем слегка излишнюю воду. Добавляем сюда и хорошо перемешиваем до полного растворения. На это количество нам понадобится 3 пластинки желатина. По-итальянски панна-котта означает панна – это сливки и котта – это сваренные, то есть сваренные сливки. Желатин полностью растворился, и под конец добавляем ванилин. Как я вам уже сказала, очень важно использовать ванилин хорошего качества. Добавили, тоже все перемешали, и на этом почти все. Осталось только разлить нашу панна-котту в формы. Можно использовать такие. Можно взять красивые бокалы стеклянные и туда залить. То есть это уже на ваш выбор. Я залью вот в эти 3 чашки. Это для меня, для Франко и Аличи. Ставим в холодильник минимум на 2 часа. Пока наша панна-котта в холодильнике, подготовим клубничный соус для нее. Вот у меня такая красивая клубника здесь. Можно взять любые ягоды, какие вам нравятся. Можно взять замороженные ягоды. Здесь у меня около 300 грамм клубники. Добавляем сахар по вашему вкусу. Я добавлю 1,5 столовые ложки сахара. И теперь блендером это все измельчим до пюреобразного состояния. Можно все это проделать в кухонном комбайне, что у вас есть в наличии. Вот и все, клубничный соус для панна-котты готов. Около 3 часов панна-котта пробыла в холодильнике, и теперь самое время пробовать ее. Можно, конечно же, кушать прямо вот в этих формочках, залить соусом и наслаждаться. А можно, чтобы было более красиво, перенести на тарелку. Чтобы легче это было сделать, смотрите, мы чуть-чуть вот так по краям ножиком пройдемся. В этой тарелке у меня кипяток. Теперь опускаем на несколько секунд, до 5 посчитаем. Опустили. 1, 2, 3, 4, 5. Достали. И теперь на тарелку вот так вот переворачиваем. Теперь заливаем нашим клубничным соусом. По вашему вкусу, сколько вам нравится, сколько хотите. Хотите больше, хотите меньше. Вот и все. Посмотрите, какая чудесная панна-котта у нас получилась. Приготовьте панна-котту и обрадуйте свою семью, своих друзей. Я уверена, что не все пробовали панна-котту и будут в восторге от нее. Можно сделать панна-котты всякие разные, с разными добавками. Это уже на ваш вкус. А принцип приготовления вы увидели.
В чем секрет популярности итальянской кухни? В том, что из обычных продуктов итальянцы готовят супер вкусные блюда. Сегодняшний рецепт тому подтверждение. Подписались на наш канал?